На Дерибасовской тишина, пустота, людей практически нету, потому что этот дикий зимний холод разогнал всех по теплым, уютным помещениям. Всем привет из Одессы. Вот к нам уже по-настоящему приходит зима. Боже, только начала снимать видео для вас, приехала в центр. Прозвучал сигнал воздушной тревоги, и в связи с последними обстоятельствами, конечно, нужно идти в укрытие. Поэтому съемки придется прервать. Вот в таких реалиях мы живем. Уже я иду и смотрю, где на Дерибасовской мне просто пойти в укрытие, потому что реально страшно. Вот так вот мы и живем. Пожалуйста, улица Дерибасовская и воздушная тревога. Воздушная тревога, потому что в области разведдроны. Поэтому, думаю, нам будет безопасно с вами пойти и снимать видео дальше. Но для этого мне придется, наверное, утеплиться, потому что реально холодно. Та прослідувати до найближчого бомбосховища. Бережіть себе. Уже закончился сигнал воздушной тревоги. Конечно, люди сейчас максимально реагируют на угрозы для города, потому что видите, что в последнее время очень часто в городе прилеты, и, конечно, каждый переживает. Несмотря на то, что курортный сезон в городе уже закончился, все равно можно увидеть гуляющих по улице людей, потому что, как говорят в Одессе, спешить надо медленно. Вот так все и делают. Несмотря на будний день, несмотря на воздушные тревоги, все гуляют и спешат по делам достаточно медленно. У многих ассоциация с Одессой — это солнце, море и коты. Море и коты у нас остаются, но с солнцем уже начинаются проблемы, потому что совсем уже темно становится. Хоть мне и говорили, что я ошибаюсь, что в Одессе бывает такое, что неделями не бывает солнца. Нет, я помню, как перед войной я считала просто дни, было 28 дней без солнца в декабре в Одессе. Несмотря на воздушные тревоги, несмотря на ракетные обстрелы и беспилотники по ночам, город начинает готовиться к Новому году и к Рождеству. И посмотрите, как красиво украшают фасады. Смотрите, это дверь в заведение, в ресторан Мама Лыга, по-моему, называется. Так сходу и не найдешь. Если бы не ручка, то вообще бы не поняли. Несмотря на войну, предприниматели, благодаря тому, что просто сказочно украшают фасады и витрины, создают нам какое-то Боже, я так замерзла, что не могу выговаривать слова. Предрождественское настроение. Идешь и уже чувствуешь, что скоро праздники. Хоть что-то добавляет в нашу повседневную жизнь немного волшебства. Ну, посмотрите, какая прелесть на улицах города. Сейчас иду, и помимо достопримечательностей города, хочется сказать, что еще можно полюбоваться фасадами ресторанов, украшенными фасадами ресторанов, потому что, ну, вот что не скажешь, люди действительно постарались. И если вы еще не были в центре, находите свободную минуту, приезжайте и наслаждайтесь этими шедеврами, можно сказать. Все время в кафе кто-то заходит, в рестораны кто-то заходит, я снимаю. И, наверное, такие привлекательные витрины все-таки заманивают посетителей, потому что пройти мимо невозможно. На днях у нас в городе был прилет, как вы знаете, снова в густонаселенный район города, и
снова возле того же дома, который уже страдал, и в котором люди только недавно вставили окна, только недавно все забили фанерой. К сожалению, из-за ударной волны снова все повырывало. И мы как раз разговаривали с нашей подругой, и она рассказывала, что хотела записаться к стоматологу, но стоматолог не смог осуществить запись просто потому, что у него повылетали двери, повылетали окна в стоматологии, в стоматологической клинике. Вот представляете, как война близко возле каждого из нас. Сложно в это поверить, но, к сожалению, каждый день это происходит у нас в стране и очень часто происходит у нас в городе. Ой, из последних новостей, которые не радуют украинцев, это то, что начинают расти цены буквально на все, и предупредили, что перед Новым годом подорожают еще больше куриные яйца. Они уже вообще бьют рекорды, доходит цена до 100 гривен. Подорожает мясо, сыры и очень подорожает шоколад. Поэтому, чем можете, понемногу запасайтесь. Может, так получится хоть немного сэкономить. Сейчас курс доллара в Украине, если хотите сдать, то 41.30. Купить около 42 гривен. Нет, 41.50, по-моему. Евро 43.50. У нас доллар и евро не растут в последнее время, но цены, к сожалению, растут, и никого этим не радуют. Через несколько дней зима, а в Одессе еще даже не опали все листья, потому что была очень теплая осень. Смотрите, какая прелесть. И в домах одесситов появилось больше электроэнергии, все равно слышу, как сейчас работают в центре города генераторы. Значит, у кого-то света нету. А хочется, чтобы как можно больше его было в квартирах одесситов, и тем более зимой. Люди так укутываются. Сейчас вам покажу, все в капюшонах ходят. А я сегодня вот хотела быть красивой, приехала в пальто, но нужно все-таки одевать свою пушистую розовую куртку. Видите, сейчас уже в городе не встретишь загорелых девочек в коротких шортах. Все в пуховиках, потому что в Одессе зимой реально холодно из-за влажности. Даже если на улице плюс 5, иногда в погоде пишут, что чувство ощущается как минус 8. Ну вот сейчас ощущается как минус 15, наверное. Хочу вам сказать, как блогер, что когда тепло, видео снимать гораздо проще, потому что сейчас холодно, руки, перчатки надеть невозможно, потому что я часто переключаю камеру, но без них, смотрите, они красные, и даже тяжело двигать рукой. В общем, не очень приятно. Все-таки нужно одеваться теплее. Что-то я сегодня не подрасчитала. Уже люди еще умудряются на улице сейчас продавать цветы. Я не знаю, как они выдерживают здесь целый день сидеть, потому что невыносимо холодно. Но посмотрите, какая прелесть. Украшает улицу города. Сейчас гуляли с вами по Екатерининской. Большинство одесситов и гостей города знают эту улицу так. Сейчас ее переименовали, и она уже улица Европейская. Поэтому привыкайте к новому названию. У нас теперь Европейская площадь и Европейская улица. Екатерининская больше нету.
Так что немного видно, как одесситы начинают готовиться к Новому году. Смотрите, какие интересные сумки сейчас появились. Я такие еще даже не видела. Не знаю, насколько они удобные, но выглядит очень непривычно. А вот смотрите, какие интересные. Ой, достаточно тяжелые. Вот такой клатчик. Зашла в магазин немного согреться, 100 лет не была в Миротоне. Показала вам самые интересные сумки, которые я там увидела. Вот, надеюсь, вам сегодня понравилась прогулка по центру города. Она была быстрой, потому что реально очень и очень холодно. Мы сюда еще не раз с вами приедем. Надеюсь, сегодня у одесситов будет дальше спокойный тихий день и спокойная ночь. Ну и также у других жителей города пусть все сегодня, других жителей Украины пусть все сегодня будет хорошо. До встречи в следующем видео. Пока-пока.